Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного аккаунта Facebook в сервис email рассылок GetResponse. Это нужно, чтобы передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, в сервис email рассылок добавлять новые контакты, настраивать по ним триггерные рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. На этом этапе вам необходимо выбрать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем действие «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее переходим к дополнительным настройкам. На этом этапе вам необходимо отметить галочкой страницы, по которым вы хотите передавать лиды. Я рекомендую сразу отмечать галочкой все рекламные страницы, для того чтобы в будущем иметь возможность с ними работать. Если у вас появится новая рекламная страница уже после подключения, вам будет необходимо провести подключение повторно и на этом этапе отметить ее галочкой. На этом этапе вам необходимо оставить включенными все галочки доступа. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу, по которой вы хотите получать новые лиды. Если вы хотите получать лиды сразу по всем рекламным формам, оставляйте настройку «Да, подключать все текущие и новые формы». Если вы хотите получать лиды по какой-то конкретной рекламной форме, выбираем «Нет, настроить формы индивидуально». После этого отмечаем нужную форму галочкой. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе данных нет или отображаются тестовые данные для примера, вам необходимо проверить, есть ли у вас админ доступ к выбранной рекламной странице. Например, можете ли вы через личный кабинет Facebook выгрузить лиды вручную по выбранной рекламной странице. Если у вас реклама еще не запущена и реальных лидов нет, вам необходимо через личный кабинет Facebook сгенерировать тестовый лид. После этого кликните «Загрузить тестовые данные из Facebook», и когда этот лид появится на этом этапе, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем GetResponse. Далее необходимо выбрать действие. Добавить новый email. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт GetResponse к сервису Apex Drive. Для этого необходимо выбрать адрес для API запросов. Какой именно адрес будет у вас, вы можете уточнить у вашего менеджера GetResponse. Далее необходимо прописать ключ API. Чтобы его получить, переходим в личный кабинет GetResponse. Далее необходимо перейти в меню «Интеграции» и API. Теперь переходим на вкладку API. Если у вас еще не создан API-ключ, его необходимо сгенерировать. В этом окне вы можете дать ему имя, например, по названию системы, из которой планируете получать данные. Когда ваш ключ сгенерирован, скопируйте его и вставьте в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать список, в который вы будете добавлять новые контакты из Facebook. Затем вы увидите поля, которые нужно заполнить для создания нового контакта. В эти поля вы можете назначить переменные из Facebook,
Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые поля заполнены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример данных, которые будут отправляться в GetResponse при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в GetResponse». После успешной отправки переходим в личный кабинет GetResponse и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных GetResponse успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!